Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. И в этом видео мы рассмотрим такую тему, как Рождество, истинная суть и интересные факты. Дело в том, что мне лично всегда была интересна глубинная суть того, что у нас происходит. Тем более, когда этот вопрос связан с какими-то большими праздниками, которые празднуют практически все. То же самое относится и к Рождеству. В этом видео я хочу вам показать то, что сейчас мало известно, но на чем раньше основывалась вся эта система и основывается и сейчас. У нас, как у славян, мы всегда ориентировались на самые точные часы. Какие? Астрономические. Это события, которые связаны с движением Солнца, Луны, Земли, ну и других небесных тел. И поэтому для того, чтобы понять истинную суть Рождества, вам для начала нужно увидеть вот эти две картинки. Первая картинка – это движение Земли вокруг Солнца, и которая показывает, в какие дни происходят определенные события. И вторая картинка – это фиксация движения самого Солнца на небосводе каждые 7 дней. Подобная картинка зафиксирована в районе Греции. И как мы видим какие-то геометрические фигуры, да более знакомые нам. Но если же посмотреть на эту же схему вращения Солнца, каждые 7 дней фиксированную примерно с другого места, то получается картинка уже немножечко под наклоном. Здесь проставлены даты, когда оно фиксировалось, например. Ну вот, это фиксация, чтобы вы видели, 22 июня это вверх. И 22 декабря примерно это все, конечно, примерно это низ. Кстати, вот это все, как вы видите, это и есть буква В или символ бесконечности. И как раз согласно этому вращению и праздновали все праздники, в первую очередь славяне. А те, кто праздновал в другие дни и выпадал из этого вращения, солнечного в первую очередь, их называли извращенцами. Вот вам еще одна этимология происхождения слова. Но отсюда же происходит и другой, очень знаменитый символ, потому что вот же опять же фиксация движения того же Солнца, но уже из Германии. И мы видим, что в разных местностях вроде бы фигура одна и та же, но у нее разный наклон. Все это, если совместить, если вы ведете наблюдение по всему миру, но из разных точек, получается то, что вы знаете в виде букв В, она же буква Ж, она же буква жизнь, вот она. Она же буква О, и она же символ бесконечности, или розетка в простонародье, или цветок жизни. Если совместить наблюдения с разных ракурсов. Плюс все это вытекает в символ рода и шестиконечную звезду Велеса. Вот откуда это все берется. Вот для чего это нужно знать. Отсюда же символ славящих Янь и Инь. Белый цвет – это славь, красный цвет и синий, они несут мужскую и женскую энергию, именно поэтому вам в роддоме выдают девочкам красные ленты, а мальчикам синие. Вот откуда эти истоки. Вот откуда понятие славящих Янь и Инь. Поэтому наши предки это постоянно фиксировали. Почему я постоянно изучаю древние календарные системы? Перед вами Ачинский жезл, которому 27 тысяч лет по словам науки. И мне удалось проследить эту же школу до тех же школ Германии, до вот этих вот золотых шапок, которые оказались моделями нашей Солнечной системы. Хотя разница между ними 27 и 3 тысячи лет, то есть за 24 тысячи лет никакая традиция не угасла, она продолжалась. И благодаря моим наблюдениям, исследованиям и применениям славянских традиций мы смогли тот же самый Мезенский календарь, ту же самую школу, которой 20 тысяч лет, соотнести с шингирским идолом, которому всего-то около 12 тысяч лет. То есть показать, что это одна и та же фиксация движения Солнечной системы в принципе всей, по крайней мере та, что влияет на человека больше всего.
Это модели солнечных систем, где уже даже не Солнце, но задействованы все планеты. И поэтому очень интересно то, что Малтынская пластина из той же Сибири, которая 20 тысяч лет с жезлом, оказалась продолжением Критской календарной системы с Фесским диском, который является основой этой системы и представляет собой опять же тот же самый календарь движения Солнца. Именно благодаря Малтынской пластине мне удалось отследить календарь, которому 18-20 тысяч лет, и вот эту критскую систему календарную собрать, которая всего-то 3-4 тысячи лет. Ну, ближе к 4. Но это все привело меня к тому, что существуют до сих пор подобные системы, где участвуют и Солнце, и Луна. Это так называемые пражские часы. Те часы, по которым наши предки ориентировались, самые точные часы, которые жестко привязаны к тем объектам, которые мы видим повсеместно. Это Солнце и Луна. Самые точные измерения и самые точные праздники. Еще раз вернемся к этой первоначальной схеме. Что мы здесь видим? Мы здесь видим интересные фигуры, нам всем известные. Во-первых, 21 марта и 23 сентября в районе происходит равноденствие, а 21 июня и 21 декабря происходит линия солнцестояния, летняя и зимняя. Но, оказывается, при этом самое близкое расстояние от Земли до Солнца наступает в районе 3 января, чуть попозже. А самое дальнее расстояние от Земли до Солнца наступает в районе 3 июля. И поэтому получается вот такая вот схема интересная, если мы будем смотреть из будущего, как говорится, в перспективе. При этом движение здесь Земли идет, как говорится, в левую часть, в левую сторону. Как я вам и раньше говорил, у славян движение идет в левую сторону для того, чтобы спираль раскручивалась. Но здесь сам факт, что мы видим перед собой крест, опять же солнечный, в центре которого Солнце, а внизу 4 точки это Земля. Плюс видим интересные буквы, которые мы и так знаем. Эти буквы, например, буква Х, буква И с точечкой, буква О и множество других символов. Почему я это говорю? Я вам показываю это для того, чтобы вы поняли, что крест, он же хрест, он не родился вчера, 2000 лет назад, он был этот символ всегда. Но всегда этот символ был. Вот вам парочка крестов, например, древо вечной жизни, церковь Космы и Дамиана с Приморья, Псков, 15 век. То есть внизу это земля, в середине это солнце и движение Земли с различными праздниками. И то же самое примерно на вот этом вот кресте. Церковь Смоленской иконы Богоматери, Нижний Новгород. То есть все это богатство, убранство, это всего лишь более прописано движение Земли, Солнца и праздники, которые наступают в этот момент. Еще раз посмотрите на эту схему. Вот она, красная центральная линия. Это как раз крест. Почему же? Поэтому летом Земля дальше от Солнца, поэтому нижняя часть чуть удлинена. А расстояние в дни равноденствия 21 марта, 23 сентября и 21 декабря примерно одинаковые. И поэтому получается 3 стороны равносторонние, одна чуть удлинена. То же самое мы видим на крестах. Но что в большом, то и в малом. Кроме того, есть такое выражение: у каждого свой крест. И вот он, этот крест. Девятичакровая система славянская, где вверху чакры отвечают за такие небесные понятия, как славь и правь. Отсюда вытекает понятие православные. Те, кто пришли из высших миров и используют высшие чакры. Как я уже показывал, для описания этих чакр используется квадрат магический, так называемый, 3 на 3. Или тот, где в сумме он дает 4 шестерки. Который опять же в той же Библии описано про этот магический квадрат. Он всего лишь описывает вашу энергоструктуру по дате рождения.
Друзья, не могу пройти мимо грандиозной предновогодней распродажи на все товары марки Синтезит. Только до 29 декабря у них скидка до 40% на все препараты. Вы знаете, в следующем году серьезно вырастет налоговая нагрузка, и Синтезит вынужден будет поднять цены. Но сегодня можно купить не просто по старым ценам, но и с самой большой возможной скидкой. Всем рекомендую попробовать Синтезит, в том числе их уходовую косметику. Давайте еще раз посмотрим на схему движения. Я же говорю, еще раз мы увидим все эти буквы. Буква Ж, чтобы лучше вам было видно, вот она. Жизнь дающая система, да, она. Буква О во множестве проявленная. Буква К как в одну сторону, так и в другую. Буква С, вот он этот цвет тоже, если половинку от О взять, это С одна, С другая. Буква Р, если брать период с 3 января, самого близкого расстояния, по 21 декабря, самой короткой ночи. То есть здесь мы видим гигантские символы. Причем символы, вытекающие из движения, опять же, Земли и Солнца. Вот я здесь более подробно их описал. Ж, И с точечкой, К, О, С в одну сторону, С в другую, потому что свет дает разные возможности в зависимости от времени года. Буква Р и буква Х. Но если все это вместе соединить, то получится то, что славяне называли Хорс. Хорс, он же славянский бог солнечного диска. Вот какой праздник праздновали славяне. Оттуда же берет такое выражение, как ок, когда нет возможности дать новую жизнь. Отсюда тех, кто цыпленок, ребенок, жеребенок. А ко, когда курица кричит, давая яйцо, она дает новую жизнь, уже получается ко. Опять же, все это вытекает из движения Земли и Солнца. Это говорю для тех, кто не знает полностью наследия славян, пытается его кому-то подарить. Как символы ок или ко, как славящие яни и инь и тому подобное. То есть там кресты, все кому-то дарят. То есть ничего своего, все подарим, а себе будем оставлять что? Только осколки. Но наследие настолько огромное, настолько для современного человека недостижимо, поэтому мы его изучаем, чтобы показать, откуда оно взялось, первоосновы, чтобы люди смогли его использовать. Потому что именно так у славян выглядел бог Хорс. Именно так славяне изображали новорожденное солнце, обновленное бог Хорс. Как вы видите, это тот же самый крест, в центре которого солнце. А почему Хорс, я вам уже показал. Вот откуда эти символы. Просто когда вам кто-то опять же скажет, что их изобрели какие-то люди, вы поймете, что их изобрели действительно люди. И люди эти никто иные, как жрецы, которые вели наблюдение за всеми этими космическими объектами. Они просто фиксировали эти символы. Так давайте прочитаем, кто же такой бог Хорс. Славянский бог солнца, который всегда появлялся не один, а в компании с другими богами, ну, с другими буквами, символами. Поэтому имя Хорс происходит от корня хор, круг, ну или больше близкое к яйцеобразному движению. Частью празднества в честь Хорса были массовые танцы, хороводы, после которых в жертву божеству приносили круглые пироги, харашули, ну, сжигали их фактически. Вот этот символ бога Хорса. Что мы здесь видим? Мы здесь видим 4. 4 сезона, 4 поры года. И опять же 4 разных вида движения Земли вокруг Солнца. Опять же 4 поры года. Вот у нас откуда символ четверки. Опять же арабов здесь нет. Это опять же берется из того же солнечного движения. И эта четверочка делит небосвод на 4 части. Ну, здесь показано 12 знаков зодиака. На самом деле, мы сейчас поймем, почему, сколько же их должно быть. Потому что 4 на 4 это новый магический квадрат. Ну, новый для вас. Это магический квадрат, который отвечает за Солнце. Почему это так? Этот квадрат появился давным-давно, хоть его и относят там к Древней Индии.
Сумма чисел в каждом ряду 34. 34, 34, везде 34. И как это относится к Солнцу? Ну, 4 на 4, 4 пары года, но и это вращение Солнца на полюсе. Вот оно, 34,3 дня. Именно поэтому этот магический квадрат и относится к Солнцу напрямую. Но 4 на 4 дает-то 16, поэтому у нас, у славян, и движение Солнца разделено на 16 секторов. Это связано не совсем не со звездами, а с главной звездой для нас, с звездой Солнца, и в том числе и сутки разделены на 16 у нас. И звездное небо разделено на 16. Все это связано в первую очередь с матрицей 4 на 4 или матрицей самого Солнца. Поэтому у нас не зодиак, а чертоги. То есть это солнечные символы. В том числе символы движения и самого Солнца, и символы движения галактик. Поэтому все артефакты, которые находят по миру, и когда вы видите вот этот звездный диск из Небры, он как раз отмечает движение Солнца, восходы, закаты и как раз основные звезды и созвездия Луны, которые были и когда-то фиксировались. То есть это в первую очередь любую находку нужно связывать с тем, что это рассмотрение как раз движения Солнца, Лун и основных созвездий. Но здесь еще одна интересная особенность выходит. Хорс, он же бог солнечного диска или око неба. Почему я на этом делаю упор? Ну, потому что этот символ, который вы знаете, как всевидящее око, опять пытаются кому-то там приписать, или египтянам его отдать, или еще кому-то, каким-то обществом. Но это символ и есть солнце. Или бога Хорса, бога солнечного диска. Обратите внимание, опять же, эта схема, ну чуть по-другому, но сама схема движения Земли и Солнца в центре. Вот оно, всевидящее око, от которого расходятся лучи, и движение самой Земли. С описанием, какие события происходят в разных полушариях, когда, что, где удаленная самая часть, где приближенная самая часть нахождения Земли относительно Солнца. Вот этот символ всевидящего ока. Но от тех, кто скажут, ну так всевидящее око идет же с пирамидкой, ну я могу напомнить. Тех, кто не видел мое видео про строение Солнечной системы, которое я опять же создал благодаря тому, что расшифровал модели солнечных систем славянских, в которых описано 3-9 земель, а именно 27 планет. Вот оно, это строение нашей Солнечной системы. Вверху Солнце, внизу пошли 27 планет, 144 большие луны и 108 малых лун, плюс кометы и метеориты. То есть это и есть описание полной картины Солнечной системы. С теми планетами, которые науке сегодня и неизвестны. Вот откуда эта пирамидка и всевидящее око. Как говорится, чье это? Да все наше, родное. Еще раз можете посмотреть на эту схему движения Солнца. Вот это всевидящее око в центре. Если же смотреть напрямую, то это буква И с точечкой. Он же Иисус. Вот она С. Вот И, а вот С. Ис. Или если смотреть вот так, период, я же говорю, от самого близкого расстояния, где-то примерно 3 января, и от самой длинной ночи, примерно в районе 21 декабря, получается такой вот кружок. Или буква Р. Получается И, С, и Р, и Х. Почему я это говорю? Потому что говорят, что это символ Иисуса Христа. Ну, я не знаю, может быть и так. Потому что я вижу символ Хорса. Или Рождества Христова. Действительно, это Рождество и Христово. Вот он Хрест, вот оно Рождество. Так что же празднуется 25 декабря? Конечно, в честь окончания зимнего солнцестояния, вот эти символические дни, когда была самая длинная ночь, а потом 2 дня примерно в одном положении солнце пребывает, а на третий символически возрождается. Конечно, празднуется день Рождества Нового Солнца, астрономический. Поэтому, начиная с 25 декабря, продолжительность дня увеличивается, а ночь уменьшается. Поэтому эту ежегодную дату солнцепоклонники до сих пор называют Рождеством
Солнца. Ну, кто-то называет Рождеством Христовым. Как я вам показал, они тоже правы. Там хрест есть и Рождество есть. Это я взял иллюстрацию из блога Виктора Фроста. Ссылки в описании, потому что он здесь примерно все то, что мы думаем, и написал. Единственное, с уточнением, что действительно это Рождество Солнца и Рождество Христово. Почему я вам показал? Поэтому почему его празднуют католики и православные? Ну, это нужно спросить у них, потому что мы сейчас ответим на главный вопрос, э, который, я думаю, многие хотели бы задать этим богословам. А был ли Иисус Христос живым человеком или живым Богом на земле, благодаря которому и празднуется этот праздник? Например, те же католики, те же православные. Мы сейчас дадим ответ на этот вопрос, но тут вопрос, я когда вижу эти иллюстрации, любой нормальный человек, когда видит эти иллюстрации празднования э, именно Рождества, возникает вопрос, откуда ребята взяли весь этот символизм? Кто им передал все символы, с какими нужно праздновать? Христос не успел, его ведь убили. Неужели это апостолы им передали? Почему весь символизм очень солнечный? Я надеюсь, нам когда-то нам грамотно растолкуют богословы, покажут с фактами, откуда это все взято, почему, например, так строятся храмы, такая одежда, почему такие символы. Я лично об этом не могу сказать. Я просто вижу, я бы сказал, что это солнечные символы. А у них может совершенно другое объяснение. Поэтому давайте продолжим. Потому что самый интересный вопрос про Иисуса Христа возникает. А был ли он? Я честно скажу, я опять же не знаю, у меня нет всех этих документов. Я бы с удовольствием сам послушал, а был ли Иисус Христос историческая личность, которая обладала всеми этими факторами, которые перечислены и празднует церковь. Но я могу сказать точно, что до Иисуса, а именно 2500 лет назад, был Дионис, который тоже был зачат непорочно, родился 25 декабря, был сыном Божьим, странником и учителем, превращал воду в вино, творил чудеса. То же самое можно сказать про Митру, которому 3200 лет. Зачат непорочно, родился 25 декабря, была звезда на востоке, он был Божий, Сын Божий, Бог, творил чудеса, было 12 учеников. Умер во искупление грехов, воскрес через 3 дня. Ну и то же самое можно сказать, например, о горе. Почему, опять же, го – это небесное движение, которое мы видели с вами на древних календарях. Ну и букву Р мы тоже видели. Поэтому он тоже, этот гор, которому 5000 лет этим сведениям, он тоже был зачат непорочно, ходил по воде, исцелял мертвых, возвращал зрение, был распят на кресте и воскрес через 3 дня. То есть подобные события в прошлом уже перечислялись и приписывались разным божествам разных религий, конфессий. Поэтому сказать точно, что было, что нет, здесь опять же интересный момент возникает для теории Фоменкова-Носовского. Почему? Потому что они вообще сказали, что это был вообще один человек или одно событие. А на самом деле нет, это не был один человек, это были разные события, разные боги, разные легенды, и они разнесены действительно во времени. То есть здесь вопросов очень много, я надеюсь, мы дальше дадим на них ответы, не только я, но и другие исследователи. Пока, да, остается интересно, что те же свойства, что перечислены у Иисуса Христа, были озвучены и ранее, причем намного ранее. Ну, а если взять конкретно, опять же, у православных и католиков и спросить, чтобы они честно сказали, знают ли они дату и год рождения Христа, то они, вот вам ссылка в описании, честно ответят, они не знают ни дату, ни месяц, ни год рождения Иисуса Христа. Почему? Да потому что день и год проявления Иисуса на свет не зафиксирован документально. Вот это вам нужно знать. Ни в каких документах он не зафиксирован, потому что факт рождения Христа стали пытаться определить намного позднее, когда личность Иисуса приобрела значение для христианства. И поэтому даже в сфере богословов, католиков, православных и других, кто изучает этот вопрос, до сих пор нет одного мнения, когда же он родился, 25 декабря, 7 января, в каком году. Единственное, что у них есть, что, скорее всего, родился Иисус в 747 году от основания Рима.
Или там в 754 после смерти царя Ирода. Ну, можете нажать на стоп, почитать. Так что плюс здесь перечислено, опять же, о числе и месяце рождения Иисуса Христа множество предположений. И многие отвергают дату как католического, так и православного Рождества, выдвигая свои версии, что эти события могли быть весной или осенью. Поэтому даже в их сфере нет никаких документов, подтверждающих эти события. Вот что вы должны знать. Ну, вы скажете, там же в легенде, легенда-то побогаче, там он звезда на востоке, 3 волхва, которые шли на эту звезду по факту рождения Иисуса. Но это все легко объяснимо. Так как легенда эта принесена к нам с Ближнего Востока, примерно из района Египта, то 3 царя, они же волхвы, они же маги, это 3 звезды пояса Сириуса. И они как раз указывают на звезду на востоке, на сам Сириус, а уже сам Сириус указывает на рождение бога Солнца во время зимнего солнцестояния. Вот вам эти 3 волхва царя, сам Сириус и рождение нового Солнца. А то, что эти звезды были очень важны для прошлого, показывает строение пирамид. Потому что, опять же, в славянских легендах 3 эти звезды – это духовный центр нашей галактики. Ну, по легендам прошлого. Давайте сделаем такую сноску. Но эти легенды воплощены в пирамидах Египта, Мексики и Китая. Они полностью соответствуют расположению этих 3 звезд. Так удобнее связываться и держать постоянную связь с этим духовным центром. Ну, продолжим. Поэтому в прошлом эти 3 волхва царя, они носили название звезд. Бальтазар, Мехиор, Каспар. И показывали как раз, им Сириус указывал дорогу. Вот откуда эта легенда. Опять же, вот блог Виктора Фроста, где он описывает это, как понять. Звезда на востоке. Для того, чтобы понять, что такое за звезда на востоке, нужно переместиться на 2000 лет назад с помощью астрономической программки и посмотреть, что же происходило уже в небе над Иерусалимом, но, опять же, не в декабре, а 25 июля первого года нашей эры. Вот почему, узнаем чуть ниже по тексту. Вот это 2000 уже 18 лет назад. Вот предрассветное время. 3 волхва царя – это 3 звезды. Вот происходит, опять же, предрассветный восход Сириуса. То есть это специальное астрономическое событие, когда звезда появляется перед восходом. Вот они показывают на эту звезду Сириуса. А сам Сириус, то есть звезда на востоке, восходе, опять же солнце, указывает на восходящее солнце, которое восходит в 1 градусе знака Льва. То есть начинается новый цикл. Но это для Египта. И это 25 июня. Почему это так? Так как летний восход звезды Сириуса играет важнейшую роль в астральной религии и календаре Древнего Египта. В это время восход Сириуса совпадал с разливом Нила, приносившим на поля плодородный ил, что позволяло собрать большие урожаи, поэтому это событие знаменовало Новый год в Древнем Египте. А астрологи считали, что восходящий Сириус в момент рождения дарует рожденному человеку неоценимые достоинства. Но почему это происходит 25 июня? Теперь понятно, когда это происходит? То есть это связано в первую очередь с Египтом и теми циклами, которые были в Египте. И поэтому и богословы современные сомневаются, что в дате там 25 декабря или 7 января, может вообще летом. Именно из-за этих данных, которые показывают, что события, опять же, астрономические. Звезда Сириуса в Древнем Египте, кстати, была известна под именем Сабдет, или греческий эквивалент Софис. Древние египтяне считали звезду Савдеп звездной богиней Хатхор, небесной царицей. Опять же, и тут Хор, опять же, он же Хорс, небесное движение.
и Х положительная сила, опять же, того же Солнца или вообще, в принципе, излучения. Также остается вопрос, а про 12 апостолов? Ну, вы же, наверное, поняли, что это те же 12 знаков зодиака. Откуда буква И с точечкой, я вам показал. Буква С тоже показал, буква Х тоже показал, еще буква одна С, и она там же есть. То есть движение Земли и Солнца. А почему 12 апостолов? Я же говорю, это 12 знаков зодиака, пожалуйста. Ну, это по лунной системе. Я сразу говорю, 12 знаков зодиака это благодаря Луне. Я вам покажу, почему. Опять же, вот они размещены, эти апостолы. Не я это размещал, я нашел это в интернете, как они размещены. То есть, почему у Иисуса было 12 апостолов. Или 12 знаков зодиака. Может и поэтому. Я просто показываю вам факты. Может действительно это было не так. Но совпадение обращает на себя внимание. Вот еще некоторые интересные факты про 12 месяцев года. 12 знаков зодиака, 12 апостолов Иисуса. У человека 12 пар ребер. На руке 12 фаланг, если их считать большим пальцем. 12 рыцарей круглого стола. Звезда Давида, она же звезда Велеса, имеет 12 углов. Традиционно в суде 12 присяжных заседателей. Ну и циферблат часов с 12 делениями. 12 кнопок на телефоне с кнопочным набором. Вот такие интересные факторы про число 12. Но почему, вот откуда это число 12? Дело в том, что 13 200 лет назад, согласно нашему календарю, Луна месяц имела цикл 12 по 30. Так же, как и сама Земля в виде 360 дней 25 сотых суток. Или 9 по 40. И Земля раз в 16 лет один нечетный месяц добавлялся по одному дню для того, чтобы сгладить все это несоответствие. Поэтому здесь тройка имеет отношение к Луне, а 16, так как и солнечный свет, как раз имеет отношение к Земле и движение Земли вокруг Солнца. Почему это так? Потому что в нумерологии все числа суммируются до 1. Например, 12 тех же зодиаков это 1 плюс 2, оно же 3. Опять же Луна. А так как цикл раньше был 30 дней у Луны месяца, то 3 плюс 0 опять же та же тройка. Обращает внимание, что в том же в Библии описано, как троих распятых тоже были 3 женщины с одинаковым именем Мария. Что 3 и 3, вот вам опять откуда одна тройка и вторая тройка. А римские солдаты, которых было 4, они же солнечный цикл. И они разделили одежду Иисуса на 4 части. 4 на 4 солнечная матрица, 3 на 3 лунная. Вот и все. Вот откуда, по крайней мере, так бы сказали славяне. Откуда взяли они, может, у них были свои причины так. Я напоминаю, матрица 3 на 3, это лунная. Она описывает чакры человека. Ну и матрица 4 на 4, это еще более глубинная. Она вообще, в принципе, описывает глубину всех человеческих энергий. То есть появилась она давным-давно. И их не изобретал ни товарищи Пифагора, ни Дюара или еще подобные им индусы. Их изобретали те, кто наблюдал за солнечным и небесным движением. Ну а почему католики и православные празднуют в разные дни календаря эти праздники? Ну вот можете нажать на стоп почитать. Принцип такой простой. Дело в том, что у них неточные календари. И когда неточность того же юлианского календаря достигла 10 дней расхождения, папа Григорий ввел новый стиль для того, чтобы вернуть как раз католический календарь ближе с движением, опять же, Солнца. Чтобы оно соответствовало. Те же самые православные остались на юлианском, отмечаю, римском календаре. Поэтому разница у них пока 13-14 дней. Уже скоро, примерно в 21 веке это будет уже 13 дней разницы, в 22 уже 14. И вот поэтому у них и идет расхождение по празднованию этого праздника. Про Новый год мы посмотрим
в других видео. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.